И снова здравствуйте. Сегодня мы находимся на прекрасном острове Пхукет у застройщика Sun Hills. Давайте знакомиться. Антон, Лицей. очень приятно. Владею. Алексей, расскажите нам поподробнее о застройщике, откуда вы. Значит, в России есть 2 проекта, они в нашей презентации на первых страничках показаны, тоже называются Sun Hills. Здесь, на острове Пхукет, Sun Hills — это первый проект, но поскольку собственник проекта является совладельцем компании Metrix, соответственно, на острове Пхукет есть еще 2 проекта, где в содружестве непосредственно с Metrix, да, собственно, он работает. Это проекты Vega, это кондоминиум и Proxima Villas. Почему Пхукет? А что, если не Пхукет? Где если не на Пхукете, в Таиланде? Абсолютно цифры невероятные туристов, да, инвестиции в недвижимость, ну, после пандемии, наверное, в Юго-Восточной Азии Таиланд и, в частности, Пхукет занимает первое место по инвестициям. Плюс море, плюс лето 365 дней в году, плюс западное побережье. Есть ли где-то другое такое западное побережье, такое, как западное на Пхукете, вот со всеми этими пляжами, со всей этой красотой? Миллионы туристов, соответственно, здесь в долгосрочной перспективе инвестиции очень хорошие, потому что все это сдается в аренду, ну, буквально вот так. Да, вообще очень важно отметить, что недвижимость в Таиланде и недвижимость на Пхукете — это маленько разные вещи. И очень важный факт, что темпы роста строительства на Пхукете обогнали Бангкок, столицу. Огромный город. Так вот, на Пхукете на сегодняшний день стройки больше, рынок растет очень бурно, очень Ну, хорошими темпами. на Пхукете все-таки мы ориентируемся на международный формат, вот в прямом смысле этого слова. Если мы говорим о Бангкоке, то все-таки там немного история другая очень. Локальная больше зона. Да. По проекту. Для кого это? Для кого это сделано? Ну, поскольку это целый квартал, то всей необходимой инфраструктуры в пешей доступности. То есть вот до смешного. Вот вы сидите у себя в квартире, да, и о чем-то вы задумались, вот чего-то вам захотелось. И вы абсолютно уверены в том, что в пешей доступности вы это получите. Да? Поэтому в такой близости к морю, вот фактически километр, при всей необходимой инфраструктуре в пешей доступности внутри проекта, да, для всех. Это могут быть и семьи, причем, естественно, это интернациональный, так скажем, клиент. Это и семьи, это цифровые кочевники. То есть фактически для всех. Да? Потому что что делают что любят иностранцы? Иностранцам нужен большой бассейн, где они будут сидеть, пить кофе целый день. Ну, что, собственно, реализовано во всей красе. Бассейн 80 на 10 метров. Что нужно россиянам, выходцам из Советского Союза? Море поблизости, пожалуйста. Касаемо инфраструктуры. То есть, когда я говорю, что есть все в пешей доступности, это буквально так, вплоть до банкомата. То нужно вот при такой локации, ну, вообще пляж Лаян, что это такое? Это отсутствие вообще какой бы то ни было инфраструктуры на сегодняшний день. Этот район только развивается. То есть нет вообще ничего. Поэтому, естественно, когда на проекте запланировано вот все необходимое, это огромный плюс. Понятно, что есть бассейн, и он не один, и крыша используемая, да, где есть и кинотеатр, где есть и барчики, и ресторанчики, плюс огромный тренажерный зал, почти 1000 квадратов. Это нынче, ну, очень важная история, потому что спортом вдруг решили заниматься все поголовно. Расскажи, пожалуйста, сколько зданий? Я вижу большой мастер-план. Сколько зданий, сколько этажей и какое количество юнитов? Значит, всего 6 зданий. Одно из них — это здание отеля, которым будет заниматься Рамада. Остальные 5 — это кондоминиум, да, причем, что интересно, крыша у нас используемая, я уже говорил об этом, все здания соединены, да, то есть, выйдя на крышу, там можно прогуляться по всем этим зданиям. Значит, здания семиэтажные, всего 585 квартир, минус 76 отельных, которые мы не продаем, итого 509 на продаже. Ну, скажем так, основные 2 типа планировок — это квартира-студия 30,5 квадратов. Ну, это очень востребованная история, вот опять-таки, да, для этих самых цифровых кочевников. В брошюре вся эта информация есть. В общем, студия классическая, ну, все интуитивно понятно. Еще важно отметить, что 110 тысяч за квадратный метр в этом районе — это недорогая цена. Это очень классная цена. На сегодняшний день, наверное, так можно где-то даже подумать, что она как будто бы и невозможная, но вот тем не менее, да, все еще пока есть. При этом вот акцентирую внимание на то, что мебельный пакет, это порядка 10% от стоимости квартиры, он уже зашит вот в эти самые 110, поэтому, да, предложение более чем интересное. И односпальная квартира, 42,5 квадрата. Здесь тоже, в общем, все интуитивно понятно по планировочке. Планировка просто изумительная. Больше простора, все-таки от студий, так скажем, отходят потенциальные арендаторы. Все-таки хочется побольше квадратных метров, поэтому вот таких квартир больше всего, их почти половина всего проекта — это вот односпальные квартиры. Вот. Ну и, конечно, вид. Да, вид. Сейчас очень популярен вид на, скажем так, на бассейн, да, он так называемый Safe View, сохранный вид. Да, уже
знаем изначально, что там будет. Вот, ну, к примеру, вот есть здание F, открывается вид на каскад холмов, просто невероятный. Действительно, очень классные виды на горы. Да. В районе Лаян построится торговый центр Порто де Пхукет. Такой же популярный, как и на Бангтау, который все мы знаем, любим, и все туда ходим. Вот точно такой же будет на Лаяне, недалеко, собственно, от этого комплекса. Ну, в ближайшие 2-3 года Лаян очень изменится, преобразится, потому что на выходе сдачи проекта, ну, ценник будет уже, конечно, далеко не 110 тысяч за квадратный метр. Все-таки Лаян такой, ну, не люблю слово люксовое место, да, но вот, ну, скажем так, определенный статус, да, все-таки лагуна близко, перспективы роста цены очень высокие, просто элементарно потому, что сейчас этот район фактически не развит, да, в течение 2-3 лет. Ну, Абсолютно. сейчас все пользуются инфраструктурой Бангтау, Да. она рядом. То есть, несмотря на то, что там строят второй Порто де Пхукет, до первого Порто де Пхукет, ну сколько, 10 минут? А управлять всем комплексом кто будет? А мы обязаны оставить свою управляющую компанию в любом случае по закону, По-любому, да, поэтому понимаю. наша управляющая будет, но она будет заниматься прилегающими Я территориями. понял. То есть, а так, Значит, да, мы не ограничиваем владельцев квартир касаемо арендной программы. Это, ради бога, сами сдавайте. С любой внешней управляющей компанией, если хотите с Ромадой, пожалуйста, с Ромадой. Вот, но мы, как застройщик, программу аренды предлагать не будем. То есть мы вот по закону, да, обязаны ухаживать за бассейнами, там, да, садовник там должен работать. Вот эту работу управляющий будет исполнять. и сколько мы будем платить за обслуживание? Обслуживание прилегающих территорий 75 бат за квадратный метр. А касаемо Sinking Fund, это 700 бат за квадрат. Да, ну это капремонт. Капремонт, фонд капремонта. Какая квота на фрихолд? За квартиры студии плюсом 250 тысяч бат фрихолд, за односпальную квартиру плюс 350 тысяч бат за квадратный метр. По двуспальным пока информации сказать не можем. Ну вот на таком этапе бывает. Да. Чуть позже будет информация по двуспальным. Условия покупки. Кусочек. Да. Да. На время время строительства. Ну, то есть, Какие условия какие? тогда? Значит, Депозит. депозит 200 тысяч бат. На этом этапе мы убираем квартиру из прайса и замораживаем цену. Далее, в течение 21 дня мы намерены получить 35% от стоимости квартиры. Это контрактный платеж, и это гарантия серьезных намерений со стороны клиента. А далее по этапам строительства. То есть, грубо говоря, один платеж один раз в год. То есть 35, 20, 20, 15, 10. Рассрочки после завершения не будет, но на самом деле очень комфортно. Ну, грубо говоря, один платеж один раз в год. Есть возможности подкопить и подзаработать, если нужно. Да, ну и, соответственно, она беспроцентная, естественно. На каком этапе я могу выйти из проекта? Согласно акту о кондоминиумах Королевства Таиланд, вы имеете возможность хоть на следующий день после того, как мы получили полный контрактный платеж, потому что это делает ваш контракт валидным, а соответственно, вы можете его переуступить. То есть квартира еще на нашем балансе, поэтому это не перепродажа, да, но вы можете, грубо говоря, перепродать свой контракт, переуступить. А Что сколько просто? стоит переуступка? 50 тысяч бат. Ну, здесь классика. А есть ли какие-то бонусы для тех, кто берет сразу несколько юнитов? Кейс by кейс. Потому что первая цена, ну, скажем так, когда к концу месяца она возрастет, там, конечно, будут гарантированно какие-то бонусы, будем общаться. Но сейчас реально кейс by кейс, потому что цена достаточно низкая, и цена первая, и мы, если честно, видя, что и так, в общем, все неплохо продается, не видим особого смысла. Ну, есть, скажем так, те, кто там по 5, по 10 покупал и ничего не получили. То есть вот есть мебель, а это все-таки 10% стоимости. И мы, возможно, извлечем мебель с повышением цены, извлечем ее из общей стоимости. Есть какие-то фишки, которые вы используете, так как российский застройщик в строительстве? Там какие-нибудь стеклопакеты, изоляция? Это абсолютно другой мир. Здесь все абсолютно иначе. То есть в 2027 году мы предложим максимально возможное качество на момент, да, сдачи проекта в эксплуатацию. Вот, но сравнивать российскую стройку, ну, реалии абсолютно Нет, другие, я да. не сравниваю российскую стройку, я просто знаю, что российские застройщики, приходя на Пхукет, повышают качество строительства. Здесь. Да, здесь, добавляя сюда фишки, которые мы используем в России. Это усиленные стеклопакеты по теплоизоляции, добавляют там еще какие-то фишки, вот я поэтому и спрашиваю. Повторюсь еще раз, на момент сдачи проекта в эксплуатацию наша задача предложить максимально возможное качество. Спасибо Спасибо. большое. Спасибо за Всегда, уделенное время. пожалуйста. Приятно было пообщаться.